Всем привет! Продолжаем обзоры наборов иностранных производителей, импортных наборов. Сегодня у нас в кадре такой набор от фирмы ICM ЗИЛ-131, командно-штабная машина, советский армейский грузовик. Фирма ICM очень известный производитель моделей, базируется в Украине, делает очень большую линейку техники в большом количестве масштабов, уже давно вошел, можно сказать, в список крупнейших мировых производителей моделей, экспортирует продукцию в кучу стран, в том числе и Россию, так что, наверное, долго обо всем этом останавливаться смысла нет. На самой модели можно сказать, что появился исходный вариант в 2014 году, где-то был выпущен, то есть ЗИЛ-131 был выпущен с бортовой, а после чего было за несколько лет выпущено несколько различных модификаций, в том числе вот это с кунгом, еще там разные варианты кунга были, какое-то навесное оборудование, была выпущена еще неизвестная модель, также не так давно, пожарной машины на базе 131 ЗИЛа, ну и так далее. В частности, вот можно заметить, что на конкретно этом бокс-арте у нас даже есть знак о том, что это выезд города Припять, и это как бы в каком-то смысле нам намекает, что один из наборов на базе 131 ЗИЛа ОСМ это был набор под диораму пункта дозиметрического контроля рядом с городом с Припятью, который был выпущен этот набор под, скажем так, влиянием популярности фильма сериала про Чернобыль. Так вот, там как раз вот этот 131 ЗИЛ использовался. Ну, про сам прототип тоже особо смысла говорить долго нет. Машина очень известная. Ну, единственное, вот вариант с кунгом, можно сказать, что конкретно вот этот кунг армейский под командно-штабную машину, он был защищен от неблагоприятных радиационной обстановки на случай ядерной войны, так как машина еще начиналась выпускаться в 60-е годы, соответственно, когда это все было имело большое значение, то есть в этом кунге обеспечивалось положительное давление воздуха, которое не позволяло проникать внутрь различным радиоактивной пыли и заражать, так сказать, то, что находилось внутри, соответственно, изолировало людей от этих неблагоприятных последствий. Вот так, ну да, по коробке можно сказать, что она лаконичная, такая строгая достаточно. Единственное, что у нас есть на бортах, это краткая историческая справка по прототипу, и на другом боковике проекции машины с окраской под один из вариантов. Соответственно, сколько деталей в наборе, какие будут параметры по размеру конечной модели, у нас тут не написано. Так что можно сразу лезть в коробку. Внутри в коробке у нас, да, верхняя загрузка. Кстати, мне очень нравится, удобно. Не как у звезды, где надо сбоку вытряхивать, значит, присутствует один большой пакет с деталями, в которые помещены вообще все детали и все литники, в том числе и колеса. Видно, что он, конечно, достаточно серьезно сдавил там литники, они слегка подизогнулись. Ну, не знаю, повлияло ли это на детали каким-то негативным способом, надеюсь, что нет. Также в коробке у нас присутствует инструкция такая толстенькая, довольно богатая, которую мы будем смотреть, и, собственно, декаль на несколько вариантов, которые мы тоже посмотрим потом. Но, так сказать, по традиции начнем с инструкции. Инструкция, в принципе, такая характерная для CM, наверное, для дорогих наборов ICM. Обложка глянцевая, сделана в виде книжки. Внутри, так понимаю, бумага обычная. Ну, обложка, соответственно, цветная у нас. А вообще сама инструкция двухцветная. Соответственно, на первом листе нас встречает то же самое краткое описание, тактико-технические характеристики на русском языке или на английском. Также вот перечислены краски, которые нужны. Но тут единственное, не совсем понятно, почему ICM долгое время давала в своих моделях краски только на Model Master, потому что, ну, конкретно вот в России я, так сказать, в условиях дикой природы красок Model Master вообще никогда не встречал. Я не знаю, может быть, в Украине там с этим какая-то другая ситуация, но могли бы в любом случае давать несколько аналогов там на ту же Тамию хотя бы. Ну, я подозреваю,
что так как у i7 не так давно выходила своя линейка краски, наверное, уже в более современных наборах они, наверное, уже как минимум должны свои краски давать. Чисто по логике. Так, ну, дальше развернем. Значит, у нас идет перечисленная развертка литников. Можно видеть, что тут уже как бы были неиспользуемые детали, отмеченные красным. То есть подразумевалось, видимо, сразу, что будет выпускаться несколько вариантов грузовика. Литников довольно-таки много на самом деле. То есть детализация в машине должна быть в принципе хорошая. Значит, смотрим дальше. Ну и сразу начинается сборка. То есть у i7, кстати, инструкции в принципе мне нравятся. И вообще в основном они всем нравятся, потому что обычно они на бумаге в принципе не экономят. То есть инструкция довольно толстенькая. Тут шагов много, но как бы на каждом шаге склеивается очень, в принципе, можно видеть, что мало деталей. Соответственно, как-то запутаться, ошибиться или что-то не заметить, что-то пропустить действительно будет очень тяжело. Ну, то есть инструкция, в принципе, по моему мнению, чисто по внешнему виду, ну, близка к идеалу, да. Что подобное делают китайские производители. Вот мы, так сказать, да, пролистнули сразу немного. Видно, что начинается все со сборки рамы. Ну, рама грузовика у нас дана тут как бы тоже без особых каких-то у нас чудес, в несколько деталей. Соответственно, все это надо будет следить за том, чтобы после сборки рамы она была ровная, ничего никуда не повело, не поехало. Даются, значит, у нас баки, навешиваются они и так далее. Ну, двигатель дан в модели. Вот он тоже тут, в принципе, достаточно неплохо детализирован. Куча шагов посвящена его сборке. Вообще, по качеству, конечно, каких-то моментов есть. Я слышал претензии к набору. Там и какие-то узлы не совсем копийно сделаны. Где-то там ошибки, где-то что-то не то. Но я как бы не то, чтобы подробно этот вопрос исследовал и изучал. Поэтому, наверное, конечно, в этом обзоре я не буду на этом останавливаться еще раз. Я думаю, для тех, кому важна гиперкопийность во всех, даже во всех своих самых мелких и малозаметных узлах, я думаю, они эту информацию найдут. Ну, так что продолжим. Да, вот двигатель, глушитель, собственно, на раму это все устанавливается и так далее. Куча, ну, в смысле, не глушитель, а тракт выхлопа. Значит, дальше мосты, радиатор у нас тут ставятся, уже рессорные узлы, но они, по-моему, там были зацелы с рамой, насколько я помню. Тут же, соответственно, вот деталь уже, которая к бамперу крепится с крюками буксировочными. Собственно, сам бампер. Ну, дальше вот готовая рама, еще там мосты устанавливаются, дополнительно рессоры. Вот здесь у нас появляются уже колеса. Колеса у нас из резиноподобного материала сделаны, соответственно, покрышки, а диски, соответственно, пластик. Так, вот это все дело. Задние два моста собираются, устанавливаются вместе на раму. Дополнительные какие-то тут элементы ходовой подвески и так далее. Так, передний мост у нас собирается чуть позже. Передний мост, соответственно, вот. Насколько понимаю, из инструкции подвижность переднего моста у нас не предусматривается, то есть поворотно колеса у нас могут быть, ну, если не будут какие-то дополнительные самопальные доработки, то колеса могут быть стоять только прямо. Это, в принципе, конечно, минус, потому что всегда очень прикольно, когда производитель заморачивается, например, подвижностью колес переднего моста, но тут этого нет. Так, значит, собственно, здесь практически завершается работа с рамой, ходовой частью, и дальше на второй странице уже начинается сборка кабины. Кабина тоже, как мы видим, из кучи узлов, то есть в одну деталь не отливалась кабина. Тут же, как видно, стекло из прозрачного пластика. Видно приборная панель, видно, что уже здесь написано, что мы должны наклеить декаль, ну и так далее. Соответственно, ну, ничего особенного, достаточно неплохо детализированы даже кресла пассажиров и водителя.
Значит, да, тут прозрачные детали к кабине, крыша кабины. Ну, как бы, когда много деталей кабины, это, конечно, с одной стороны, внутрянку, наверное, проще собирать, но с другой стороны, как бы, всегда это возникает больше каких-то возможных вопросиков по сходимости, как это все правильно склеить аккуратно и так далее, чтобы ничего не разъехалось и стояло ровно. Ну, вот, собственно, кабина вот здесь завершается, крепятся двери. Ну, двери тоже у нас, понятное дело, никакие неподвижные. Ну, я думаю, при желании, наверное, их можно сделать в открытом виде. Ну, в таком виде они и останутся. Да, соответственно, вот у нас арки колесные здесь же. Продолжаются фары. Соответственно, устанавливается кабина без, собственно, капота двигателя на эти арки. Арки крепятся уже на раму. Вот здесь устанавливается решетка радиатора у нас сразу. И вот здесь у нас мы приходим к капоту и к сигналам автопоезда на крышу. По-моему, это прозрачный пластик, насколько я помню, но это надо еще глянуть. Ну, капот, соответственно, тоже опции его какой-то подвижности нет, наверное, но так как двигатель детализирован, соответственно, его можно сделать в открытом варианте. Вот у нас стекла заднего вида на решетках. Ну да, как можно вспомнить, никакого отравления в составе набора нет, то есть все детали пластик. Соответственно, там, кому это важно, могут быть вопросы с немасштабностью каких-то мелких ажурных деталей. Ну, ручки боковые устанавливаются, да, вот решетки в частности, дворники и так далее. То есть все это пластик, все это как бы возможно будет слегка толстоватым. Так, собственно, тут у нас заканчивается все, что касалось непосредственно ЗИЛа, и начинается кунг, собственно, командно-штабной машины. Но он тоже из все стенки в отдельные детали, соответственно, ну, будет проще, наверное, крепить стекла и все такое, но все равно как бы надо заботиться сходимостью всего этого дела. Ну, тут сложности ничего не представляет, детали очень большие, крупные. Я так понимаю, что никакого особого интерьера у нас в пунге не предусмотрено, то есть какие-то минимальные столы, ящики или что-то такое внутри, просто может быть как-то открывать двери, вероятно, скорее всего, бессмысленно, если только не отдельно самому не озаботиться каким-то наполнением этого всего. Так что, наверное, самый искоробочный вариант это с закрытыми дверями. Этот самый кунг. Вот он тут собран, устанавливаются различные крышки, стекла, брызговики тут же к нему крепятся, лесенки всяческие, дополнительные элементы. Элементы вот эти, скорее всего, фильтрации воздуха и прочего навесного оборудования устанавливаются. То очень много шагов, то есть реально прям подробно. То есть каждый шаг, он минимальное количество деталей в себе содержит. Опять же повторюсь. Ну, как бы всякие круглые детали у нас из двух половин тут ставятся, как бы, то есть будет шов, но это понятно, в принципе. Что тут у нас еще из такого? Да, вот куча всякого навесного. Доходим до запаски, которая сзади на кунг крепится. Канистры всяческие тут дополнительные тоже крепится на заднюю стенку. Вот запаска у нас крепится на уже готовый кунг. Там дуги какие-то сверху, поручни, дополнительный какой-то люк и так далее. Ну и, собственно, практически у нас финалочка. Это все заканчивается установкой готового собранного кунга на, собственно, уже раму грузовика собранного. Ну вот еще на крышу у нас ставится специальная решетка, видимо, для залезания на крышу, если это необходимо. И, соответственно, вот у нас тут получается финальный вид модели. И мы переходим к красочным схемам. Схема окраски, я так понимаю, дана в общем-то в целом по сути одна, то есть один цвет защитный. Вариации у нас получается будут только лишь в декалях. Соответственно, дано вариантов на несколько декалей, то есть на советскую армию 1986 года, на армию Чехословакии, соответственно, с их символом. Даны варианты декалей на еще один вариант на советскую армию, на армию России уже с российскими номерами даны
на армии Украины дан вариант, соответственно, вот. Ну и под эти варианты отдельно вот проекции на дверях видны, что гвардейская машина, советская группа Германии, ГДРовская машина, армия Польши тоже, российская машина с триколором и с гербом Украины. Ну и, соответственно, на этом у нас инструкция подходит к концу. Можно заглянуть, собственно, в пластик. Ну, на самом деле, да, можно, чтобы не терять времени, сначала показать эту декаль, которую мы только что изучили, как она, и увидеть, что, да, все эти логотипы, символы, номерные знаки различных видов присутствуют. Ну, соответственно, еще есть и приборы на приборку, тоже данные декалью. Вот, собственно, и все. Так, это все касалось бумажной части. Заглянем тогда в пакет с пластиком. Так, надо аккуратно это все вытряхнуть. Что у нас по пластику? Сразу можно разобраться с мелкими, чтобы не возвращаться. В отдельные пакеты упакованы детали из прозрачного пластика, вот в частности. Это детали исходного ЗИЛа-131, тут лобовые колеса, стекла, фары, там заднее стекло, там всяческие мелкие вот эти осветительные элементы и так далее. Отдельно данные, соответственно, то, что касается у нас конкретно модификации с командно-штабной машины, это на Кунг стекла. Данные отдельным литником тоже, отдельно упакованы. Ну, в принципе, как претензий видимых никаких нет, в целом пластик в меру прозрачный. И вот, соответственно, колеса данные из резиноподобного, ну, покрышки, да, из резиноподобного материала, запаска и так далее, их довольно много, никаких надписей каких-то на резине в этом смысле нет, так что, ну, по копийности там, наверное, не все прям идеально. Вот, это что касалось у нас дополнений, скажем так, основные литники. Ну да, видно, что литник подизогнулся немножко, но, в принципе, детали тут не очень, прям гигантских деталей тут нет, поэтому я надеюсь, некий изгиб литника тут не привел к чему-то, чтобы что-то прям сильно повело. Значит, а если даже что-то такое случилось, то, наверное, при наклейке, склейке, я думаю, выправится. Так, вот самыми крупными, наверное, детали. Тут, соответственно, детали у нас кабины. Как я уже говорил, что кабина собирается из кучи деталей. В принципе, все очень качественно отлито, не видно каких-то огрехов, утяжен. Ничего этого нет. Соответственно, на капоте присутствует логотип завода ЗИЛ. В этом смысле у i7, как украинского производителя, проблем нет, так как, насколько я знаю, логотип завода, может быть, уже никому если не принадлежит, а если кому-то и принадлежит, то, скорее всего, им вряд ли есть дело до отстаивания прав на этот логотип, так как, собственно, завод ЗИЛ как производитель автомобилей, он уже много лет как не существует. А вот, например, с моделями КАМАЗов у i7, насколько я знаю, в этом плане есть проблемки. То есть им приходится, соответственно, убирать этот логотип со своих моделей КАМАЗовских и, соответственно, выпускать эти модели без каких-то лицензионного согласования с производителем. Ну это ладно, это уже отступление в сторону. Ну можно, да, увидеть, что есть приборная панель рельефная, куда, собственно, у нас декаль, ну и так далее. В принципе, все выглядит довольно прикольно и красиво. Так, следующим опять идет, можно глянуть детали Кунга, наверное, которые у нас даны на двух, я так понимаю, литниках. Конкретно характерные вот самые большие крупные детали. Соответственно, крыша, боковые стенки. Ну, кстати, рама тоже дана. Видимо, рама, я так понимаю, в данном варианте характерна именно для командно-штабной машины. К сожалению, в инструкции не обратил внимания. Ну да ладно, рама тут тоже присутствует. Значит, да, ну, насколько я вижу, вроде бы крупные детали крыши не поведены. По-моему, все более-менее ровно. Так что проблем, наверное, быть не должно по сборке.
Рама, конечно, может быть, видно, что, наверное, так как она длинная и большая, идет через весь литник, некий небольшой изгибчик на ней появился. Ну, насколько это, конечно, помешает сборке, тут вопросы уже возникают, но посмотрим. Посмотрим, как она выправится, не выправится на сборке, но можно сказать, что все-таки проблемки с изогнутыми большими деталями тут присутствуют. Возможно, как раз связанные с тугой упаковкой в один пакет. Так что это надо смотреть. Ну и, собственно, получается вторая деталь с деталями Кунга. Сюда же размещена вторая половина рамы, только это уже пол, соответственно, этого самого Кунга. Ну, тут как бы да, по литью проблем нет, а вот с изгибом и с изогнутостью, по некой поведенностью вопросы есть. Ну, надеюсь, что на сборке это как-то удастся все выправить. Будем смотреть. Собственно, остается большое количество литников со всякими мелкими деталями, поручнями, там, различным навесным оборудованием. То есть, в принципе, отлито все одинаково хорошо. Если бы еще вот не этот изгиб литников, то, наверное, вообще было прекрасно все. Ну, так что довольно ажурно, прикольно, безутяжно, без проблем. Такой же вот литник у нас присутствует, рулевое колесо отдельно, прям рельефно отлито даже с выступами под пальцы. Решетки достаточно такие, несмотря на то, что сделаны в пластике, но при этом очень ажурные. Да, всяческие мелкие детали, типа держатели зеркал заднего вида и так далее. Глушитель вот тут есть, я так смотрю, что, собственно, выхлоп у нас отдельно дан. Ну, вряд ли он высверлен, но это надо смотреть. Так что мелкими деталями вроде бы как бы все прикольно и красиво. Так, остается у нас еще один большой литник с относительной мелочевкой. Вот тут у нас дана другие детали рамы, но я так понимаю, скорее всего, будут использоваться те, что у нас идут на литниках, которые относятся именно к Кунгу. Эти, по-моему, не должны использоваться. Это, наверное, от исходного зила. Значит, тут куча деталей по ходовой, всяческие мосты различные, детали от бампера, топливные баки вот здесь же у нас присутствуют. Всяческие детали двигателя, там раздаточных каких-то коробки элементов, ну то есть очень много всего, то что все у нас будет под, собственно, днищем автомобиля находиться. Рессоры отлиты хорошо, ровненько, ничего, кстати, вот никакие утяжены на рессорах не возникли, так что здесь тоже у ICM все прикольно, то есть 2014 года, несмотря на то, что, ну, на самом деле, да, 2014 года эти элементы, скорее всего, но до сих пор отливаются они очень даже хорошо, никаких проблем не возникает. Так, и буквально осталось совсем по мелочи, это два литника с дисками колес, получается, и с ручками, я так понимаю, дверей, или что это у нас такое? Не совсем понятно. Нет, не ручками двери, а элементы именно, которые на диск устанавливаются, да, вот характерный такой для Зила деталь, вот сюда, да, это они. Это никак не ручки дверей. Ну, с дисками тоже, в принципе, они отданы отдельно, возможно, тоже потому, что на разных машинах были разные по годам, может быть, варианты дисков, поэтому они их так дают. Тут как бы тоже все отлито довольно прикольно, красиво. Уж не знаю, насколько там до болтика копийно, может быть, что-нибудь там знатоки и заметят, но по мне так все довольно красиво и прикольно. Так, ну, собственно, это у нас финалочка. Я не то чтобы для меня как бы какие-то сюрпризы в этом наборе, я в принципе знал, как выглядит ICM-овский ЗИЛ, что с ним нужно делать. Впечатление у меня от набора в принципе хорошее. Пожалуй, самый, наверное, главный возможный минус — это, конечно, изогнутость из-за одного единственного плотного пакета, некоторая поведенность длинных крупных деталей, рамы в частности. Тут, конечно, есть некоторые сомнения. В остальном же все, конечно, литье выглядит очень красиво. Инструкция очень хорошая, понятная. Вариантов по окраске, по декалям, ну, по окраске вариантов
вариантов нет, а вот по декалям вариантов довольно много. Так что хороший набор. Ну, всем удачи и до новых обзоров.